Добрый день, друзья! Сегодня пересадим с вами одну из орхидей, приобретенную мной еще зимой. Это орхидея пассионата. Она отцвела, но выпустила два новых цветоноса. Она нарастила корни, и от шеи, и в горшке появились новые корни. Поэтому даже при том, что она начала растить новые цветоносы, ее можно пересадить. Вот этот листик, вот разорванный листик пополам, это я его разорвала, потому что начал выходить корень и прорвал листик. Он бы в любом случае начал желтеть, поэтому я его разорвала месяца 2 назад пополам. Но вот он еще не желтеет, только чуть-чуть начал. Сейчас мы при пересадке его просто уберем. Ну и давайте смотреть, какие корни, разбирать горшок, разрезать, потому что один из корней, как всегда, раскупленный корень у нас внизу. И вот это самый сложный процесс — снять так горшок, чтобы не сломать этот корень. Вы мне часто пишете, что можно просто отрезать дно горшка. Но иногда это возможно, а иногда это просто невозможно, потому что там очень много корней как раз укладываются вот в этих пустотах. И когда вырезаешь дно, можно повредить корни. Поэтому чаще я отрезаю кусочки горшка. Ну, давайте попробуем как-нибудь по-другому это сделать. А может быть, вырежем вот здесь кусочек дна, чтобы освободить этот корень. И мы его просто постараемся убрать через верх. А там еще растут новые корешки. Вот этот корень мы освободили. Здесь есть еще какой-то корешок, который явно будет тоже мешать. Даже не знаю, как подступиться. Наверное, этим корнем придется пожертвовать. Я просто отрежу корень здесь. Да, и такое может быть. Ну что ж, не всегда все корни можно вытащить. После того, как я его разберу, я обязательно обработаю срез перекисью водорода. Ну что, давайте попробуем, получится или нет. Так много корней, что сам горшок уже лопнул. Попробуем наступить на горшочек руками, чтобы не повредить корни. И аккуратно потянуть. Но нет. Вот здесь очень сильно спрессовываются корни. Это горшок хрустит, это не корни. И не получается так, поэтому придется, наверное, все равно резать горшок.
после каждого вырезания кусочка будем пробовать вытащить. Крепко держится. Так, и самое главное — убрать этот корень. Теперь освобождаем от грунта. Внутри виден торфяной стакан. Вот он. Когда вот такое большое количество корней и сложно, смотрите, внизу тоже есть такие хорошенькие корни, и сложно убирать грунт, вот сколько возможно, сейчас я его вытащу. А остальное можно взять или какую-то емкость и просто намочить вместе с этой корой корни орхидеи. Или просто, как я делаю, всегда под краном. Да что ж такое, Ричи? А, кот пришел к нам в гости. Поэтому столько у нас тут лишних звуков появилось. Ну, в общем, давайте я все-таки пойду смою все это под краном. Потому что уж очень хорошо корни приросли к коре. Я промыла орхидею, но перед этим несколько будет кадров, как я промываю орхидею. Температура должна быть теплая, но не горячая. И вы знаете, настолько было сложно ее промывать, настолько кора приросла к корням, или корни приросли к коре, и не обошлось без потерь. Я сломала 2 кончика корней. Но будем думать, что это не самое страшное для орхидеи. Все остальное прошло благополучно. Корней очень много, раскукленных, растущих. И орхидея пустит новые, ничего в этом страшного и смертельного для орхидеи нет. Если не получилось какие-то кусочки коры убрать, в этом тоже ничего страшного нет. Что-то возможно убрать, что-то так крепко сидит в корнях, что убрать вообще невозможно. Вот нашла гнилой корешок, пытаюсь найти его продолжение. А продолжение у него очень длинное.
и в конечном итоге растущее. Поэтому не буду отрезать его. И еще, я когда промываю, я не стараюсь распутать все корни орхидеи. Если она так росла в горшке и корни приняли форму горшка, ну пусть так и остается. Когда посажу сейчас в более просторный горшок, они займут и там все место. Поэтому не стараюсь все это распутать. Давайте теперь эти листики, о которых я говорила, уберем. Можно разрезать, можно просто разорвать пополам и снять. Опять постараться теперь уж точно не повредить остальные растущие корни. Так как у него здесь тоже начали прорастать корни, я думаю, что ничего страшного в этом нет. Плохо, конечно, но так получилось. Листик мы убрали. И теперь посадим орхидею. Сейчас еще немножко коры, которую можно убрать. Внутри очень хорошие корни. Они светлые. Света не видели, но тоже растущие. Как всегда, двойной горшок. Объем горшка 2,3 литра. Орхидея очень хорошо поместится в этот горшок. Можно вот этот корень туда опустить, который был воздушным. Вот так. Вот так и засыплю ее. И как всегда просто засыпаю чистым промытым керамзитом. Пока я не засыпала до конца горшок, вот корень, который сломала, и вот корень, который сломала. Они явно отсюда не будут расти, поэтому обязательно место слома нужно обеззаразить. Нижний корень я уже обеззаразила перед посадкой. А теперь можно продолжить засыпать горшочек. Но они останутся сверху. Может быть, от самого корня пойдут еще молодые ростики. А корешки, которые остались целые, я сейчас обязательно засыплю. Я засыпаю вот такие пустоты. Корни найдут себе место, куда расти. Но для того, чтобы растение стояло, орхидея стояла плотно, я всегда стучу по краю. Вот так, стучу по горшочку. Керамзит все равно не утрамбуется. Это не кирпич, он все равно кругленький, все равно там образуются пустоты какие-то. Поэтому корням будет где расти. Вы мне часто задаете вопрос, можно ли пересадить орхидею, когда она пустила цветоносы. Можно. Самое главное в этом – поставить орхидею после пересадки там же, где она стояла. И желательно в том же самом положении, чтобы у нее по свету не было изменений. И она продолжит растить свои цветоносы. Мы так делали в прошлом году, я так делаю сейчас. Вот вся нехитрая посадка. Полив, как всегда, замачиванием. Я наливаю воду в горшок, но только после того, как просохнут корни. У меня все абсолютно орхидеи содержатся в керамзите, и все абсолютно поливаются
одинаково. Я имею в виду сейчас только фаленопсисы. Другие орхидеи я могу поливать чаще, или у меня там другой состав грунта, а здесь просто в чистом керамзите всегда замачивание, всегда просушка корней. Надеюсь, что очень скоро увидим ее цветение. Нужно не забыть вставить название, написать название и вставить, чтобы потом ни с кем не перепутать. И ждем с вами цветения. До новых встреч! Увидимся на канале.